Приветствую всех! Мы начинаем наш путь в Абакан на чемпионат Сибири по настольному теннису. Кадров из поезда не будет, поскольку там дедуси, бабуси различные. И, в общем, обычная не картина. В общем, опять затроил. В итоге встретимся уже следующим кадром в Абакане. До встречи! Вот он, караван алтайских спортсменов двигается вдоль поезда, но познакомлю уже с каждым из них чуть-чуть попозже, возможно, в Абакане. Он кидается. Я вот еще. С алтайскими барсами прибыли в Абакан. Дальнейшая наша конечная. Теперь мы пытаемся найти Люду Швайко и отправляемся в гостиницу Чулпан, но не Хаматова. Цель Люды была выполнена, теперь уже врываемся в гостиницу. Короче, меня отправили в 102 номер. Осталось теперь найти его. Там уже поселился Панжиндан. Номер 102 найден. Вот он и Панжиндон, собственной персоной. Приветствую. Как дела? Сразу съемка, нормально. Командой начинаем двигаться на первую тренировку в Абакане, чтобы провести разминку. Сегодня первый день. Сейчас спросим пару вопросов у нашего лидера Панченко Артема. Тём, скажи свое первое впечатление об Абакане. Нормально. Нормально? Ну да, главное не холодно. Мягкий минус, мягкий холод. В столовой тебя хорошо кормили? Ну так пойдет. А по рассказам, что ты ждешь сейчас от зала? Ну, самый хороший зал в Сибири, говорят. Понял, спасибо. Посмотрим. Вот сейчас это посмотрим, он, и дальше возьмем интервью. В ожидании с реальностью у тебя совпадут или не совпадут, хорошо? Да, ожиданий особо никаких нет вообще. В разных залах можем играть. И в плохих, и в хороших. Понял. Вот мы прибыли в зал, сейчас мы проведем первую нашу тренировочку. Первое ощущение, что места до бортика от столов немного маловато. Придется без свечек играть, на столе все сносить.
сейчас провели первую тренировку, сегодня день приезда. Сейчас спросим у нашего члена команды по поводу мнения о зале новом, который построили в Абакане. Дима, как тебе зал? Отличный, но очень влажный. Что ты можешь еще прокомментировать, кроме того, как зал очень отличный? По поводу скорости, как мяч стелится, по поводу освещения, что еще, какие-то ты на детали обращал внимание? Да, мне все нравится. По поводу расстояния, которое между бортиков и столами, далее расстояние между столами, все тебя удовлетворяет? Да. Спасибо, Дмитрий. На очереди второй член нашей команды Артем Панченко. Теперь он расскажет свое мнение об новом зале, который построили в Абакане. Добрый день. Ну, зал очень нравится, в принципе. Отскок нравится, быстрый отскок. Терафлекс очень важно. Я не ожидал, что будет терафлекс. Столы, баттерфляй, в принципе, новые. Ну, залу год, как бы. Зал в отличном состоянии. Из минусов, наверное, отмечу, может быть, время покажет, душновато, может начаться влажность потом, и, как бы, мячик будет падать. Ну и минус при хорошем отскоке, что подачу, тяжело подать подачу, именно чтобы она стелилась, и короткая, и чтоб стелилась, то есть мячик как бы подпрыгивает довольно-таки. Но в открытой игре, то есть очень плотно можно по мячу играть. Лично мне это подходит. Ну и вращение мяча при таком отскоке довольно-таки приличное. Нормально. Следующий момент, который интересует, думаю, будет интересовать зрителей, которые будут наблюдать за матчами чемпионата Сибири по настольному теннису, это расстояние между, во-первых, столами, во-вторых, между столом и бортиком. Расстояние между столами мне показалось довольно-таки хорошее. Расстояние назад, как бы до бортов, маленькое. Для игроков, которые любят поиграть во второй зоне, покидать, скажем так, свечи, поперекручивать, это, наверное, большой минус будет. Лично мне все равно, потому что я во второй зоне, прям в дальней, играю слабо и, в принципе, не кидаю. Играю активно, в 3-4 там хода максимум. Не мое там бегать возле бортиков, скажем так. Уважаемые подписчики, сегодня уже 18 января. Сейчас мы держим путь в зал, где у нас первая встреча пройдет против сборной Иркутска. Далее наша пара попадает на победителя пары. Кто с кем играет? Кемерово, Томск. Кемерово против Томска. Следите за нашими встречами, уважаемые подписчики. Пошлите спросим, как они сегодня сыграли. Начинаем рубрику «Послематчевый Абакан». Коротко по встречам, которые сегодня мы провели. Первая встреча у нас была против команды Иркутска. Команда была составлена из молодых спортсменов. С этой командой мы пытались маленько раскачаться, чуть-чуть попотеть и подготовиться к полуфиналу. Судя по игре, оно так и получилось. То есть Артем выиграл 3-0,
Дима выиграл 3-0, я выиграл со счетом 3-1. Немного подольше, получается, вкатывался. Следующая встреча у нас была уже в полуфинале против команды Кемерово. Команда была Кемерово очень сильная, поэтому Дима Осипов был максимально сильно заряжен. Выиграл Александра Георгиева со счетом 3-0. Постараемся у него спросить, что именно ему помогло одержать победу со счетом 3-0. Дим, ты провел свою очень уверенную игру против Александра Георгиева. Расскажи, какой был план, что в игре у тебя получилось, а что не получилось? Ну, он много не брал подач, и я играл ему через центр. И первый сет, получается, я выиграл на 3, второй на 4, третий на 3. Выиграл, уверенно. И с его подачами он подал мне вверх, я их скидывал, потом дальше дожимал его вправо. И очень много я выиграл в розыгрыш. Какая особенность была твоих подач? Что ты именно применял? Какие ты именно подачи подавал? С каким Я подавал ему вверх-бок, иногда низ-бок. И он путался. Он, бывало, ее не скидывал, а бывало, если скидывал, то мне было очень удобно для продолжения. Куда он тебе чаще всего скидывал? Вправо. То есть ты и ждал во время Да, подачи? в мою сильную сторону. Следующую встречу Артем Панченко тоже одержал 3-0. Тоже максимально был сильно заряжен. И поэтому он относительно легко выиграл свою встречу. И с этим же настроением я выхожу на встречу против Захара Карлаша. Немного не настроившись на игру, думал, что сейчас все легко, но не тут-то было. Паренек зацепился, и в тактическом плане он меня полностью переиграл. То есть переиграл в чем? Во-первых, он давал мне длинно все влево, слева я усилить ему не мог, и слева он меня просто передерживал. В общем, я старался по ходу игры, играл не в свою игру, а в игру, которую он мне навязал. То есть со временем произведу работу, эмоциональную работу, далее также физическую, чтобы уже перегибать и играть именно в свою игру, которую я привык. Это раз, два, три максимум хода, не более. Не стараться мяч катать на столе. Пан, у тебя сегодня была просто топовая игра. Одна из лучших, наверное, которую я у тебя видел. Расскажи, во время игры с Постниковым Антоном и Георгиевым Александром, что у тебя получалось из запланированного, что не получалось? За счет чего ты одолел таких монстров сибирских? Да, получалось, в принципе, все. Подавал неплохо я. Но много, Антон очень много не принял у меня. В принципе, игры не было, он очень много ошибался. А с Гошей я сам попадал, в принципе, наверное, все вообще. Ну и много повесил касаний я ему еще. План перед игрой был какой-нибудь? Нет. То есть ты пытался импровизировать во время встречи уже по ситуации? Да. Угу. Чистая импровизация. Да. В основном какие ты подачи подавал во время Ну, встречи? слева, с центра я подавал, да. Это были нижние или какие Разные. подачи? Разные. Разные. Подачи под право сопернику или под лево? Ну, я и под правой, под левой, длинные, средние подачи. По длине. Варьировал. А где ты ждал вот возврат? Куда ты ждал его? Ну, я в основном старался так подавать, чтобы на меня по-любому активно не выходили. Чтобы это либо срезка была, либо коротко мне оставляли, чтобы я мог скидывать. Получается, пытался затянуть их промежуточную Ну, я, в игру. принципе, играю в промежуточную игру вообще всю жизнь. Ну, так как бы с детства ставили раньше игру. Раньше больше в промежуток играли, чем сейчас. Поэтому, как бы, в коротко это мое играть. Раньше намного лучше играл в коротко. Ну, как бы по привычке стараюсь затянуть в коротко. Либо скидка сделать, либо чтоб не срезали. Ну, в общем, выиграть инициативу. Матвей, это твоя первая взрослая Сибирь, и ты в составе команды сборной Алтайского края. Как ты оцениваешь игру членов команды? Очень хорошо, все хорошо сыграли. Чья игра тебе больше всего понравилась? Больше всего мне понравилась игра Панченко Артема. Чем она тебе запомнилась? Запомнилась сильной игрой слева. Что ты можешь пожелать им перед финальной встречей против сборной Новосибирской области? Главное не расслабляться. Гош, мы сейчас спросили у твоего друга Матвея Кондакова про игру в целом сборной. Теперь расскажи в целом про первый игровой день. Чья игра тебе больше всего запомнилась, во-первых? И во-вторых, может быть, какой-то момент тебе очень сильно запомнился во время сегодняшнего игрового дня? Мне запомнилась игра Митрофанова с Семеновым. Это Новосибирская область, Хакасия. И Напомни, кто выиграл? Митрофанов выиграл 3-2. А розыгрыш мне запомнился, когда там такой долгий достаточно перекрут был.
красиво выглядело. В чьей встрече это было? Тоже? Да, в их встрече. Не напомню счет какой был? В какой партии следить моим подписчикам? Я, честно, не помню. Какая атмосфера в команде перед финальной встречей? Но атмосфера боевая, все настраиваются на победу. Что ты можешь им пожелать? Ну, удачи, это самое, наверное, главное. И побольше сопел. Сегодня 19 января, сейчас мы идем в зал, где мы будем проводить финальную встречу против Новосибирской области.